Всем привет! Сегодня тема непростая — сексуальное насилие по отношению к аутичным людям, включая детей и взрослых. Почему я говорю на эту тему? Потому что, к сожалению, сексуальное насилие в отношении детей и взрослых — это не редкость, если мы говорим о расстройстве аутистического спектра. Почему так происходит? Потому что аутичные люди зачастую с большим трудом распознают собственные эмоции, и они не могут определить, что какая-то ситуация им неприятна. Также они затрудняются оценить, что социальная ситуация неправильная с точки зрения морали, с точки зрения нравственности. Поэтому важно таких людей, детей специально обучать этим правилам. Позже я расскажу, как именно. А сначала я приведу несколько примеров такого рода насилия. Первая ситуация. Девочка на протяжении нескольких лет испытывает домогательство со стороны взрослого мужчины. Он следует за ней ежедневно в школу, показывает ей свои половые органы прямо на улице или в закоулках, укромных местах и трогает ее за интимные места. Девочка никому про это не говорит. По какой причине? Потому что вокруг нее зачастую есть люди, взрослые и дети. И они на это никак не реагируют отрицательным образом. Она не видит реакции осуждения, она не слышит криков со стороны других людей. Таким образом, она трактует эту ситуацию как нормальную. Поэтому она не обращается за помощью к другим взрослым, например, к своей маме. Хотя с мамой у нее были довольно доверительные отношения. Следующая ситуация. Обратилась взрослая женщина. История начинается из детства. Ее мать ее развращала. Это проявлялось в том, что мать ходила перед ней голая, трогала ее за интимные места, в подробностях рассказывала и показывала, как она занималась сексом с другими мужчинами. У нее было много разных партнеров, и она подробно про это рассказывала дочери в деталях. И когда дочь немного подросла, она стала настаивать на том, чтобы девушка вступала в интимные отношения за деньги с мужчинами. Рассказывала, какие ощущения ей это принесет, какие блага это принесет для нее, в том числе денежные. Молодая женщина не видела в этом никакой проблемы. Хотя на протяжении детства она работала с 3 психологами. Но тему интимной безопасности, тему личных границ они не поднимали. И только уже во взрослом возрасте, обратившись за психологической помощью, она поняла, что это неправильная ситуация, что это неправильные детско-родительские отношения. Что можно сделать, чтобы предупредить подобные ситуации с нашими детьми или аутичными подростками, молодыми людьми? Иногда это требуется проговорить и с ними тоже. Самое первое и важное — это правило трусиков. Вы наверняка уже все про него слышали. У девушек потом добавляется еще правило бюстгальтера. Да? Те места, которые закрывает нижнее белье, это ваши интимные места, которые никто не может трогать. Иногда может мама помогать помыться, если ребенок маленький. И иногда их может дотрагиваться доктор с разрешения мамы или папы, с разрешения родителей. Первое, значит, правило трусиков. Отрабатываем его. Ребенок точно должен знать, что не трогать, не показывать эти места он никому не должен. Это его приватная территория. Следующий важный момент – это научить ребенка определять то, что сейчас происходит, мне нравится или мне не нравится. Потому что у аутичных людей, я уже говорила, зачастую есть с этим проблема. Вот то, что сейчас происходит, мне скорее нравится, приятно, или не нравится, неприятно. Часто мы просим людей ориентироваться на ощущения в теле. Например, когда мне страшно, меня трясет, вот начинает трясти. Значит, мне это, скорее всего, неприятно. И когда мне расслаблено, может быть, у меня тепло внутри появляется, ощущение приподнятости,
тогда это скорее приятная эмоция. Да? Хотя бы вот на уровне «мне приятно, неприятно». И тогда мы переходим к следующему шагу. Говорить «нет», «стоп», когда мне неприятно. Это очень важно, потому что ребенок может не уметь говорить «нет», особенно взрослому человеку. Он может научиться понимать, что ему неприятно то, что происходит, но не смочь сказать «нет». И здесь, конечно, важны доверительные отношения с ребенком. Важно проговаривать, что ты мне можешь абсолютно доверять. Я всегда буду на твоей стороне, я тебя всегда защищу. Я тебя всегда поддержу. Если что-то происходит неприятное, обязательно мне про это расскажи. И я приму меры, чтобы это прекратилось. Да? Такие близкие доверительные отношения с ребенком. Следующий момент – защита персональной информации. Научить ребенка, что его фамилия, имя, отчество, адрес, телефон – это информация, которую знают близкие люди, и никто больше ее знать не должен. Никакой посторонний человек, ребенок не должен знать адрес вашего ребенка, его личные данные, его номер телефона. Если какой-то ребенок спрашивает, то только с разрешением мамы он может дать этот номер. То же самое касается интернет-безопасности. Ребенок не должен делиться персональной информацией в интернете, в социальных сетях. Объяснить ему, что эти вопросы неправомерны, ты не должен на них отвечать. Следующий момент – проиграть с ним различные ситуации в качестве моделей, на которые ребенок мог бы впоследствии ориентироваться, что это опасная ситуация. Рассмотреть с ним ряд ситуаций и сказать, что вот эта ситуация, она опасная, человеку здесь, скорее всего, неприятно, и нужно сделать вот это. Куда обратиться за помощью, например, да, или позвать маму, позвать учителя. Тогда у ребенка будут модели ролевые, на которые он впоследствии сможет опираться. И следующий момент. Проследите, чтобы в учебных заведениях, в школах, кружках, может быть, какое-то он дополнительное образование посещает, время от времени проводились бы уроки, тренинги, направленные на интимную сексуальную безопасность. Потому что эти знания нужно время от времени обновлять. Если вдруг такого не происходит, вы знаете, что в вашей школе на эту тему не говорят, значит, поставить себе напоминание в календарь, что раз там в 3 месяца мы с ним это обновляем. Мы с ним опять проигрываем эти ситуации. Я ему напоминаю о правиле трусиков, о личной персональной информации и так далее. И следующий момент, который также важно отработать с аутичным человеком, куда ты можешь обратиться, если ты почувствовал И следующий момент, который также важно отработать с аутичным человеком, куда ты можешь обратиться за помощью, если ты почувствовал опасность, а меня нет рядом. К кому ты можешь подойти, какими словами попросить о помощи. Если, например, ты в окружении незнакомых людей, что-то происходит не так. Например, вы оставили ребенка подождать вас на лавочке, и вдруг что-то пошло не так. Неприятный ему диалог, неприятные прикосновения. Каким образом он может выйти из этой ситуации, куда он может пойти и как позвать о помощи. В этом видео мы с вами поговорили о том, почему возникает сексуальное насилие в отношении аутичных людей и каким образом при помощи обучающих техник его можно предупредить. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Спасибо, что вы посмотрели его. Всего вам доброго. До свидания.